Пейте воду, так в течение 7 дней и болезни исчезнут. Вода– это вещество. Казалось бы, простое и доступное, несет в себе огромную силу. Это то, что мы потребляем ежедневно. Но сколько из нас задумывались о том, как мы пьем эту воду? Для многих становится неожиданностью узнать, что 99% людей не знают, как правильно пить воду. Самое шокирующее, что эта неправильная практика может вредить вашему здоровью. Способами, которые вы даже не подозреваете, может показаться преувеличением, но неправильное питье воды превращает этот жизненно важный ресурс в молчаливого врага, который день за днем подрывает ваше здоровье. В буддийской мудрости каждое действие, каким бы простым оно ни было, несет в себе глубокий смысл. Это касается и акта питья вод, чтобы проиллюстрировать эту мудрость. Я расскажу историю. О молодом человеке, который жил в маленькой деревне. Этот молодой человек, несмотря на кажущееся хорошее здоровье, постоянно испытывал головные боли, дискомфорт в теле и чувство усталости, которое никогда не проходило. Он перепробовал все лекарства, травы, изменения в питании, но ничего не помогало справиться с этими проблемами, постепенно лишали покоя. Однажды, устав от своего состояния, он обратился к старейшинам своей деревни. За советом один из старейшин с глубоким пониманием предложил ему отправиться в величественные горы поблизости. Известные своими чудесными ручьями и водопадами, он сказал молодому человеку, что там, среди гор, живет буддийский мастер, известный своей мудростью и тем, что исцелил многих людей своими учениями. Полный надежд молодой человек решил последовать совету и отправился в горы. Путешествие было долгим и трудным, но он был полон решимости найти исцеление от своего страдания. Когда он добрался до гор его, встретил успокаивающий звук воды, бегущий по ручьям, и чистый воздух, наполнивший его легкие чувством обновления. Наконец он нашел мастера, который сидел в глубокой медитации на берегу кристально чистого ручья. Молодой человек терпеливо ждал окончания медитации, и когда мастер открыл глаза, рассказал ему о своих болях и поисках решения. Мастер с безмятежной улыбкой сказал, что ответ на проблемы молодого человека кроется в том, как он пьет воду. «Ты можешь отравлять себя сам того». «Не зная, — сказал мастер, — каждый глоток воды, который ты делаешь, не совершается с должным уважением и вниманием, может нести с собой энергии, нарушающие твое внутреннее равновесие». Мастер затем начал делиться своей мудростью. Он объяснил, что в буддизме вода — это не просто природный ресурс, но символ жизни и чистоты. Первое учение, которым поделился мастер, касалось важности питья воды с осознанностью и благодарностью. Он сказал молодому человеку, каждый глоток воды должен быть медитацией сам по себе, держа стакан. Важно почувствовать воду, наблюдать за ее прозрачностью и размышлять о том пути, который она прошла, чтобы попасть к тебе в руки. Прежде чем пить, необходимо мысленно или вслух поблагодарить за воду, которая питает и поддерживает тело. Этот простой акт осознанности превращает акт питья воды в священный ритуал, возможность соединиться с настоящим момент и ценить жизнь в ее самой чистой форме. Пьющий с ознанием молодой человек мог бы почувствовать, как вода течет по его телу, оживляя каждую клетку, как будто он получает божественный дар. Теперь представьте, какую силу это может иметь в вашей жизни. Питье воды с благодарностью не только питает тело, но и возвышает душу, принося покой, который немногие испытывают в наши суетливые дни. Мастер затем рассказал о температуре воды, о чем часто забывают. Но что имеет значительное влияние на здоровье, он объяснил, что вода должна потреблять при комнатной температуре, то есть между 20 и 25 градусов.
Питье слишком холодной воды может вызвать термический шок в теле, заставляя пищеварительную систему работать больше, чем это необходимо, что может привести к ряду проблем со здоровьем с течением времени, начиная от медленного пищеварения и заканчивая накоплением токсинов, что в итоге приводит к серьезным заболеваниям. С другой стороны, теплая вода, особенно по утрам, помогает мягко разбудить пищеварительную систему и подготовить тело к дню. Представьте, что вы просыпаетесь, и вместо того, чтобы чувствовать себя тяжело и утомленное, чувствуйте легкость и энергию, которая сопровождает вас на протяжении всего дня. Вот что вода при правильном температуре может сделать для вас. Это практика уважения и заботы о собственном теле, акт любви к себе, который немногие понимают. Молодой человек внимательно слушал, осознавая, что никогда раньше не думал об этих деталях. Он всегда пил воду наспех, не обращая внимания иногда прямо из пластиковой бутылки, которую носил с собой. Теперь мастер показывал ему новый способ видеть и относиться к чему-то такому простому, но столь важному. Эти начальные уроки начали открывать глаза молодого человека, на силу которая заключается в каждом мелком повседневном жесте. Он начал понимать, что буддийская мудрость заключена не только в великих учениях или глубоких медитациях, но и в мелочах жизни, таких как питье стакана воды. Итак, с этими первыми уроками молодой человек начал свое путешествие к исцелению не только тела, но и разума и духа через осознанную и уважительную практику питья воды. Это начало глубокого преобразования, которое начинается с чего-то столь простого, но обладает силой затронуть душу и принести равновесие во все аспекты жизни. Представьте, что могло бы измениться в вашей жизни, если бы вы начали применять эту мудрость прямо сейчас. Молодой человек, теперь погруженный в мудрость, которой мастер делился, был полон желания узнать больше. Он понял, что каждое учение не только приносило новое понимание воды, но и связывало его глубже с собственной жизнью и здоровьем. И вот мастер продолжил. Теперь, когда ты понимаешь важность питья воды с осознанностью и при правильной температуре, нам нужно поговорить о чистоте воды, сказал мастер с серьезным взглядом. Вода, которую пьешь, должна быть максимально чистой. Представь свое тело как священный храм, ты не стал бы наполнять его нечистотами. Верно, таким же образом ты не должен наполнять свое тело водой, которая нечиста и не свободна от токсинов. Молодой человек, который до сих пор никогда не задумывался о качестве воды, которую пил, начал понимать, насколько это важно. Мастер объяснил, что в буддийских учениях чистота — это центральное понятие, не только чистота ума и духа, но и тела. Нечистая вода может нести в себе негативные энергии и вещества, которые нарушают естественный баланс тела и со временем могут привести к серьезным заболеваниям. Он продолжил объяснять, что хотя мы живем в мире, где чистая вода не всегда доступна, важно сделать все возможное, чтобы очистить ее перед потреблением, будь то через фильтрацию, кипячение или даже духовные практики, включающие благословение воды. Цель заключается в том, чтобы всегда гарантировать, что то, что входит в наше тело, было как можно более чистым и священным. «Помни, — сказал мастер, — что каждый глоток чистой воды, который ты пьешь, это жест любви и уважения к своему телу. И это уважение не остается незамеченным. Тело отвечает, ум отвечает, и вскоре ты начинаешь ощущать ясность и легкость, которые никогда не испытывал раньше. Чистота воды напрямую отражается на чистоте твоего ума и духа. С этими учениями в уме молодой человек начал размышлять о том, как он мог бы улучшить качество воды, которую он потребляет ежедневно. Он понял, что на протяжении всей своей жизни пренебрегал чем-то столь простым, но что могло бы оказать глубокое влияние на его благополучие.
Мастер, заметив серьезность, с которой молодой человек впитывал эти уроки, продолжил теперь. Давай поговорим о балансе в количестве воды, которую ты потребляешь. Как и во всем, в жизни баланс — это ключ. Пить слишком много воды может быть так же вредно, как и недостаточное потребление. Ты слышал о среднем пути молодой человек, кивнул, вспоминая предыдущие учения о центральной концепции буддизма, где баланс между крайностями является основополагающим для достижения гармонии и благополучия. Средний путь применим ко всем вещам, включая воду, твое тело. Мудро оно знает, какое количество воды ему нужно. Слушай его, когда ты пьешь больше, чем необходимо, ты перегружаешь свою систему, разбавляешь важные питательные вещества в крови и заставляешь почки работать больше, чем они должны. Это может привести к серьезным проблемам, таким как гипонатриемия, когда избыток воды снижает уровень натрия в теле до опасно низких значений. Идея о том, что что-то столь простое, как питье воды, может быть выполнено неправильно, даже при чрезмерном потреблении, стала настоящим пробуждением. Для молодого человека он начал осознавать, что мудрость буддизма заключается не только в избегании крайностей или недостатков, но и в нахождении баланса во всех аспектах жизни. Затем мастер привел молодого человека к ближайшему ручью и попросил его преклонить колени. «Это место, где ты должен пить воду», — сказал мастер. «Всегда, когда возможно, пей воду прямо из природы. Вода, текущая по этим горным ручьям, несет в себе жизненную энергию, которую нельзя найти в пластиковых бутылках или в обработанной городской воде. Она жива в гармонии с землей. Выпив ее, ты напрямую соединяешь с исцеляющей энергией природы». Молодой человек окунул руки в холодную и кристально чистую воду. Поднося ее к губам с почтением, мастер наблюдал за ним, зная, что этот опыт останется в памяти молодого человека на всю жизнь. Пить воду прямо из природы — это больше, чем акт гидратации, окружающим миром способ заново соединиться с сущностью жизни. Наконец, мастер научил молодого человека практике благодарности перед питьем воды. Перед каждым глотком сказал мастер: «Остановись на мгновение, закрой глаза и молча поблагодари за воду, которую собираешься выпить. Скажи мысленно что-то вроде «спасибо за дар жизни» и за воду, которая питает и исцеляет мое существование». Этот простой акт благодарности превращает воду во что-то священное. Это не просто жидкость, утоляющая жажду, это дар жизни, источник энергии, который питает не только тело, но и дух. Молодой человек последовал инструкциям мастера, закрыв глаза и поблагодарив за воду, он почувствовал глубокий мир. Делая это, связь, которую никогда раньше не испытывал. С каждым глотком он чувствовал, как вода наполняет его тело не только гидратацией, но и чистой и обновляющей энергией. И мастер сделал последнее предупреждение: избегай отвлечений, когда пьешь воду, не ешь, не говори, не отвлекайся. Каждый глоток должен быть принят с полной осознанностью. Помни, что вода священна и заслуживает твоего полного внимания. С этими учениями молодой человек покинул горы с новым пониманием чего-то столь простого, но столь важного. Он знал, что эти уроки изменят не только то, как он пьет воду, но и как он живет свою жизнь с большей осознанностью, благодарностью и уважением к окружающему миру. Итак, через эти древние учения молодой человек обнаружил, что питье воды — это не просто физический акт, но глубокая духовная практика, которая может изменить жизни любого человека. Простой стакан воды, выпитой правильно с правильным мышлением, может стать началом пути к исцелению и просветлению. Итак, мой друг, питье воды больше никогда не будет прежним для тебя. Сегодня ты узнал, что что-то столь простое, как стакан воды, может превратиться в настоящий ритуал исцеления и духовной связи от осознанности, в питье выбора правильной температуры. Стремление к чистоте до идеального количества в каждой деталь оказывает огромное влияние на твое благополучие.
Ты понял, что вода — это не просто жидкость для утоления жажды, но источник жизни, который, если потребляется с благодарностью и уважением, может приносить баланс телу, уму и духу. Осознанная практика питья воды с полным присутствием и без отвлечения — это мощный способ восстановить связь с природой и с самим собой. Теперь преобразование в твоих руках с каждым глотком воды. Ты можешь выбирать питать не только свое тело, но и свою душу. Помни, что вода, которую ты пьешь, может быть врагом или союзником, зависит от того, как ты ее потребляешь. Великие исторические философы также напоминают нам о важности осознанности во всех наших действиях, даже в самых простых. Для них истинная мудрость заключается в жизни в соответствии с природой и в гармонии, с тем, что находится под нашим контролем, так же как осознанная практика питья воды может приносить равновесие телу и уму. Стойки учат нас, что сосредотачивались на настоящем и действуя с добродетелью. В каждом маленьком жесте мы глубоко и значительно преобразуем свою жизнь. Если вам понравился этот контент и вы хотите узнать больше о том, как небольшие изменения в вашей повседневной жизни могут преобразовать вашу жизнь, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. С вами был канал «Полезные советы». До новых встреч!